Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике мы с вами продолжим изучать многообразие бусин. Сегодня у нас на повестке дня чешские бусины самых разных форм и размеров. Я расскажу и покажу о том, какие бусины продаются у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Все бусины, которые я упоминаю, вы найдете в ссылках в описании под этим видео. Поехали! Но прежде чем мы поедем, обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, если вы еще не сделали этого, потому что у нас будет очень много классных, интересных роликов про бисер, про бусины и про то, что с ними можно делать. А вот теперь поехали! Начнем мы наш обзор с бусин треугольничков, которые называются 3-бит. Бусина-треугольник 4 мм. Отверстие у этих треугольных бусин, посмотрите, как интересно расположено, в серединке бусины. Посмотрите, здесь пример того, что можно сделать с этими бусинками. Красота! Следующая бусина в нашей программе называется О-бит или бусинка в виде буквы О. Давайте посмотрим на них поближе. Эти бусины точно такие же, как треугольнички, только они круглые, и отверстие у них тоже расположено посередине. Такие бублики получаются. С этими бусинами можно делать огромное количество потрясающих, интересных украшений. Ну, например, раз, два. А теперь мы посмотрим на бусины, которые я называю поросята. А на самом деле они так и называются piggy beads. Поросятки. Называются они так из-за того, что у этих бусинок два отверстия. Сами они вот такие вот круглые, немножко выпуклые, и действительно это похоже на пятачок свинки. Обратите внимание, как интересно, отверстие у них чуть-чуть смещено от центра. Эти бусины тоже очень здорово смотрятся в украшениях. Дальше у нас очень интересные бусины, не совсем поросята, но похожие. Называются quadra-lentil. Четверная чечевица. Почему она называется четверная? Посмотрите. Потому что у этих бусин форма чечевицы и 4 отверстия. Ржица, рожь, овес, овсица, чечевица, чечевица. Кстати, с этими бусинами тоже очень интересные украшения можно придумать. Ну, например, как здесь. Кстати, делитесь в комментариях своими впечатлениями. Какие из этих бусин вы уже покупали, пробовали, что вам нравится, с чем вы уже работали. Очень-очень интересно. Видели ли вы такие? Не видели? Новинки для вас это или уже давно известные и любимые формы? А мы едем дальше. И я беру бусины, которые очень похожи на предыдущие. Это quadra tile. Квадратные плиточки. Это бусины в виде плитки. И у них 4 отверстия. Тоже очень много разных интересных можно сплести украшений с ними. Или, например, представьте, соединять их проволокой, соединительными колечками, делать какие-то очень-очень разные интересные дизайны. В том числе и объемные. Если мы поставим их вот так вот одну на другую, а между ними, например, по бисеринке вплетем. А в украшениях они смотрятся примерно вот так. Дальше бусины из этой же серии. Checkmates Bar называются они. Бусины-палочки с 2 отверстиями. Вот выглядят таким образом. Тоже очень здорово они смотрятся в плетеных украшениях. Например, представьте, эти палочки поставить вот так, а между ними расположить бусинки, бисер, жемчуг. Будет очень красиво. На японскую тилу очень похоже, между прочим. А украшения с ними выглядят вот так. А у нас снова чечевица. Бусина называется lentil или чечевица по-русски. Посмотрите, бусинки круглые, похожи на зернышки чечевицы с 2 отверстиями. Тоже как поросячьи пятачки. Очень красивые украшения, между прочим, с ними получаются. Дальше очень интересная форма, называется пирамида. Они бывают разного размера. 6 мм, 10, посмотрите, бусины в виде пирамид. У этих пирамидок 2 параллельных отверстия в основании бусины. Очень классные украшения получаются с ними. Дальше бусины, треугольнички, триангл с 2 отверстиями внизу. В плетении они будут стоять вот так вот вертикально. И можно будет делать какие-нибудь с ними лепесточки, или зубы дракона, или что-нибудь еще такое интересненькое. Например, как здесь. Очень интересные бусины, хочу вам показать, называются рула. Посмотрите, вот здесь вот в картинке
какие украшения получаются с ними. А бусины сами выглядят вот так, в виде бочонка. У этого бочонка 2 параллельных отверстия. В плетении эти бусинки встают вот таким вот образом вертикально, и можно сделать очень много разных интересных дизайнов. Геометрических, графических. В общем, полный простор для фантазии. Следующие бусины Checkmates Bricks. Кирпичики. Посмотрите, какие. Бусины в виде кирпичика с 2 отверстиями. Они очень похожи на прошлую рулу. Только рула у нас была круглая, а это кирпич. Только будьте предельно осторожны, когда вы работаете с чешскими бусинами. Это вам не японцы. Если вы видите какой-то красивый металлизированный оттенок, будьте бдительны, обязательно протестируйте его. Возьмите, потрите его чем-нибудь. Посмотрите, убедитесь сами, что покрытие действительно стойкое. Потому что в чешских бусинах все не так, как в японских. У чешских покрытие очень деликатное. Если это использовать в вышивке, отлично. Там, где вы не будете тереться об бусины постоянно. Если из этого сделать кольцо или браслет, который будет постоянно иметь контакт с кожей, со влажной кожей, с кремами, то есть большая вероятность, что краска эта с бусины облезет. Поэтому всегда тестируйте чешские бусины, прежде чем использовать их в ваших украшениях. А из Checkmates Bricks, кстати, получаются очень классные украшения. А у нас дальше Soliduo. Бусины Soliduo в виде листочка пейсли. Они бывают левые и правые. Посмотрите. Soliduo Left и Soliduo Right. Это бусинки такие в виде пейсли, в виде запятой. Левые и правые, соответственно, загнуты в другую сторону. То есть можно их брать и соединять. Эти бусинки бывают загнуты в одну сторону или в другую. Если вы хотите сделать инь-янь, то берите бусины из одного пакетика. И, кстати, посмотрите, какие классные украшения получаются с этими бусинами Soliduo. Дальше бусины, которые называются Checkmate Style. Это бусины, которые предшествовали японской тиле от Миюки. Чешские бусины в виде плитки с 2 параллельными отверстиями. Посмотрите, как они выглядят. Вот на прозрачных прямо отлично видно, как идет отверстие. А здесь пример, как эти бусины смотрятся в работах. И последний номер нашей программы, я бы даже сказала гвоздь нашей программы, бусины в виде шипов. Бусины под названием Spikes. Они бывают разных размеров, бывают вот такие большие, 12 на 18 миллиметров. Бывают вот такие поменьше или еще меньше, как вот эти 4 на 10. У этих бусин отверстие одно, вот здесь, вот внизу в основании бусинки. Они за него пришиваются, и в вышивке они вот так вот, получается, торчат. Этими бусинами можно здорово украсить ошейник для злой собаки или использовать в украшениях вот так. Ну что, вот такой вот обзор. Обязательно ставьте нам лайк и пишите комментарий. Рассказывайте, какие бусины вы уже видели, какие уже знаете, какие хотите попробовать. В описании под этим роликом смотрите ссылки на все эти бусины. Их можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы доставляем заказы по всему свету. И не забывайте про лайки. Если вы ставите нам лайки, мы понимаем, вы хотите видеть продолжение. И тогда будет часть 3. Если вы пропустили первую часть обзора наших бусин, посмотрите здесь в подсказках ссылка на ролик. Смотрите часть 1 и ждите часть 3. Пока-пока!